Халис молится в особняке. А Шехмус на встрече с Ифакат говорит, что сразу же приехал, как только узнал от ее племянницы, что она беременна. Ифакат говорит ему, что она злится на себя. Как могла довериться ему? Ведь это он заманил Архана в ловушку. Шехмус просит закрыть тему с прошлым. Ифакат говорит ему, что из-за его действий не стало ни Архана, ни сына, который не родился. Вдруг появляются люди Карханов, а за ними Гюльгюн. Халис Ага продолжает молиться и просит Всевышнего дать его близким благо. «Наконец-то ты пришла ко мне по своему желанию», — сказал Суне обрадованный Софет. Суна бросает на землю его букет и говорит, что не приходила к нему никогда по своему желанию, а только от безвыходности. «Ты отлично понимаешь, что я не люблю тебя, но тебе было все равно на мои переживания». Вдруг появляется Кая, и Суна говорит, что теперь у нее есть человек, который понимает ее чувства. Испуганный Софет кричит, что все расскажет брату. Тем временем Сейран встречается с Тарыком. Она на его глазах рвет билет до Лондона и говорит, что ни шагу с ним никуда не сделает. Единственная причина, по которой она выходила с ним на контакт, это то, чтобы он подальше был от Ферита. «Меня скоро не станет, и мне уже все равно, что со мной будет. А если хочешь, чтобы ты и твой брат жил, то будешь держать свой язык за зубами». Тарык взял Сейран за руку и повел к машине. Вдруг появляются люди Карханов и хватают Тарыка. «Ферит никогда не сможет тебя осчастливить», — кричит Тарык. Халис продолжает молиться, чтобы Всевышний защитил его детей и невесток. А Пило с Феритом все еще ищет Зарин. Звонит Зия, Ферит не отвечает. И вдруг Пелин позвонила Сейран. Та признается, что мать на самом деле не пропала, а собирает вещи. И сейчас срочно нужно поехать в местоположение, которое отправила Сейран. «Да что это вы вытворяете?» – злится Ферит. «Это наши ребята, я проверил», – сказал Абидин, увидев людей на набережной. Сейран поблагодарила Пелин и рассказала Фериту, что Халис Ага поймал Таяра и остальных. А она делала лишь то, что он ей сказал. Пока не приехал Халис, Пило решила поговорить с Сейран и Феритом по душам. Она говорит, что, смотря на них, поверила, что есть настоящая любовь. И они будут вместе до последнего вздоха. Ферит стал говорить, что на самом деле они с ней были лишь хорошими друзьями. И это ценно для него. На пристани собирается вся семья. Халис называет обидчиков низкими и жалкими существами. Вы заслуживаете ухода, но не хочу брать грех на душу. Ни одна сила не сможет разрушить нашу судьбу, пока мы едины, сказал Халис. Далее он командует снова запереть двери контейнера и отправляет его на судне в неизвестном направлении. Ферит просит прощения у деда. Халис Ага говорит, что его время придет, и он сможет стать еще более великим, чем он или Зия. «Вот бы ценой этого не была жизнь моего отца», — сказал Ферит. Халис Ага улыбнулся и обнял внука.
Он говорит ему не опускать голову, и сегодня вечером он скажет всем очень важную вещь. Наступил вечер. В особняке прислуга хлопочет к ужину. Шафике сказали приготовить все любимые блюда Архана. «Как же я соскучилась по такому твоему виду», — сказала Сейран, увидев Ферита в прежнем облике. «Все ведь закончилось?» — спросила она. «Да», — говорит Ферит, — «я все равно». Упал в глазах дяди Зии. «И пока дед все еще защищает семью, я возьму на себя роль продолжателя рода». «Почему ты молчишь? Ты не хочешь?» — спросил Ферит. «Хочу, очень хочу», — ответила Сейран. Латиф прерывает поцелуй и зовет всех за стол. Халис говорит, что они пережили очень тяжелые дни. И теперь люди, которые покушались на их покой, понесли наказание. Тело Мизиде нашла полиция. Наши потери многому нас научили. Я собрал вас здесь всех, чтобы раскрыть тайну, которую скрывал в целях безопасности. Свою злость и гнев на меня оставьте на завтра, потому что сегодня вы будете радоваться. «Латиф, открывай!» – скомандовал Халис. Открываются двери, и в гостиную входит Архан. Ферит, не веря своим глазам, первый бежит обнимать своего отца. За ним Гюльгюн. Вся семья в изумлении. Все счастливы. Сейран, смотря на свою семью, думает, как она любит жизнь. И Ферита. Она не хочет, чтобы все закончилось. Вот бы сюрпризы жизни были и дальше, подумала Сейран. И вдруг сознание ее помутнело, и она упала. Суна, увидев это, в панике бросается к Сейран. Она кричит, что ее сестра уходит, и просит срочно вызвать скорую помощь. Суна признается, что Сейран больна, и скрывала это от всех. Ферит, посмотрев на Суну и проверив дыхание Сейран, закричал. На таком эпизоде заканчивается финальная серия второго сезона сериала «Зимородок». Уже очень скоро, в сентябре, в Турции выходит третий сезон. Для того, чтобы послушать описание всех серий сериала подряд с первой серии, переходите на главные страницы канала в плейлисты. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч!